выпуска о мотоцикле KTM MX495, кто не смотрел, ссылка в описании, я хочу вам рассказать о его преемнике KTM MX500, который получил лучший двигатель из когда-либо ранее выпускавшихся. Многие его до сих пор ставят на современные модели эндуро. В начале 80-х годов в сегменте внедорожников двигатели с воздушным охлаждением достигли конечной стадии развития, поскольку улучшение производительности могло было быть реализовано только при жидкостном охлаждении. Поэтому все крупные производители мотоциклов для мотокросса и эндуро стали оснащать свои двигатели новым типом охлаждения. Не исключением стала и компания KTM, которая в 1984 году начала производство собственных радиаторов, после чего в 1985 появилась новая модель мотоцикла открытого класса KTM MX500, которая заставила еще больше трепещать всех конкурентов. KTM MX500 получил легкий двигатель с жидкостным охлаждением, который также имел цилиндр с некосиловым покрытием. Силовая установка весила, включая систему охлаждения собственного производства и жидкость, всего 25 кг, что на 9 кг меньше, чем старый воздушник MX495. В дальнейшем завод KTM, чтобы максимально использовать производственные мощности, начал строить радиаторы и для других европейских марок мотоциклов, которые позже были дополнены автомобильными радиаторами, после чего даже такие эксклюзивные производители спортивных автомобилей, как Lamborghini и Ferrari, стали использовать эти высококачественные продукты. Фактически объем двигателя KTM MX500 составлял 485 кубических сантиметров, но при этом он стал выдавать невероятную мощность в 62 лошадиные силы при 6000 оборотов в минуту и около 80 ньютон-метров крутящего момента при 2000. Двигатель постоянно модернизировался и считался лучшим в классе. Он был взрывным с низов и до середины, прежде чем начинал слегка сужаться на максимальных оборотах. Его диапазон был похож на Honda, но с более плавной подачей мощности и чуть длиннее на верхах. Управление также было на высоте, машина была стабильна на высоких скоростях, а в поворотах передняя часть не блуждала, как на моделях меньшей кубатуры. Эргономика была превосходной, мотоцикл имел тонкий силуэт и гонщику было легко передвигаться вперед и назад. Австрийцы всегда были новаторами и использовали передовые технологии. Их модели имели не только лучшие двигатели, но и усовершенствованную конструкцию подвески. Например, перевернутые вилки появились на KTM за 4 года до того, как они были предложены японцами. В итоге MX500 был единственным европейским мотоциклом в конце 80-х, который мог противостоять японскому наступлению в самом мощном классе. Однако со временем большинство гонщиков стали считать эти мотоциклы слишком тяжелыми и чересчур мощными, поэтому со временем увлечение ими начало ослабевать. '95 год стал последним годом, когда KTM выпустил свою модель для открытого класса MX500, а ей на смену пришла KTM SX360. Это было разочарованием для настоящих бесстрашных гонщиков, учитывая, что эта машина была одной из лучших. Многие райдеры ценили ее за легкость в управлении, двигатель имел ровную мощность и не был взрывным. Также KTM 500 был самым быстрым в своем классе.